Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю очень вкусный, полезный и достаточно актуальный в осенние холода куриный суп с лапшой и фасолью всего за 20-25, ну от силы за 30 минут. Да, максимум 30 минут. И все. Там дальше делать даже нечего. Мне понадобится курица и бульон от нее, лук, замороженная алыча, при желании можно взять сушеную, лапша, фасоль. Я замочила ее с вечера и сейчас буду варить 10-15 минут. Этого будет достаточно. Также мне понадобится картошка, морковь, болгарский перец, соль, томатный соус и топленое масло. А перед подачей на стол нужно класть чеснок и зелень. Я сегодня положу сухую. Количество всех ингредиентов напишу под видео. Итак, фасоль ставлю на огонь вариться. Лук сразу кладу в холодную воду, так хоть на чуток глаза меньше горят и слезятся. С лука снимаю кожуру, нарезаю как можно мелко. Если у вас это не получается или просто неохота, обратитесь к блендеру. Чуть-чуть солю лук и отправляю в кастрюлю. Пока жарится лук, готовлю другие овощи. Снимаю кожуру с картошки и моркови. С перца вынимаю семечки. Затем перец нарезаю соломкой, морковь кругляшками толщиной не более 1-2 мм. А картошку кубиками 1 на 1 см. Примерно такого же размера кубиками нарезаю грудинку курицы. Хочу подметить несколько моментов. Если вы не любитель кислого, то в суп можно не класть алычу вообще. Но мы любим суп с кислинкой. Поэтому я почти всегда кладу в супы алычу в свежем, сушеном или же в замороженном виде. Перед подачей на стол в суп можно положить свежую зелень. Но я сегодня пройдусь прямо по классической версии этого супа, леги артис, как говорится, и положу сушеную мяту. Так когда-то готовили этот супчик моя бабушка, моя мама покойные. Также в сегодняшние дни готовлю его я. Сегодня я использую деревенскую курицу, поэтому с вечера отварила ее 35-40 минут. Если взять бройлерскую, думаю, и 10-15 минут будет достаточно. Основные куски курицы я положила в другой обед. Курица с кизилом и гречкой, о котором я рассказывала в предыдущем видео. А суповый набор, соответственно, кладу в суп. Курицу можно заменить телятиной или бараниной. Советую подогреть бульон, чтобы не терять время на его согревание в супе. Это можно сделать в микроволновке или же на плите. Так, идем дальше. Как только лук поджарится до бледно-золотистого цвета, кстати, на это уходит максимум 10 минут, отправляю в кастрюлю морковь, после чего тушу их вместе 4-5 минут. А добавив томатный соус еще 3-4 минуты. Кстати, соус я приготовила сама еще летом и знаю, что он содержит огроменный букет пряностей, поэтому сегодня в суп дополнительно я не кладу никаких пряностей. К этому времени фасоль успел довариться, и я его уже откинула в дуршлаг. Овощи нарезаны, а лапшу поломала на мелкие кусочки. Все, заправляю суп. Сразу отправляю в кастрюлю все овощи. Курицу, лапшу, наливаю бульон и немного воды.
Несмотря на то, что я добавляю воду в суп, он все равно получится очень наваристым. Варю все вместе максимум 10-12 минут. После чего выключаю плиту, оставляя на ней кастрюлю. Вуаля! Очень вкусный, полезный и достаточно актуальный в осенние холода куриный суп с лапшой и фасолью готов. Перед подачей на стол кладу сушеную мяту и чеснок. Его можно выдавить, я же пропустила через терку. Попробуйте приготовить такой обед, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Для современной семьи из 3-4 человек такого обеда хватит на 2-3 дня. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Каждый вторник и субботу новые видео на азербайджанском, а в четверг и воскресенье на русском. Не пропускайте. Уверяю, вы найдете много интересного на моем канале. Пока-пока и до новых встреч!